Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас обширная и очень важная тема, посвященная второму хлебу. А второй хлеб – это у нас картофель. Так вот, мы сегодня рассмотрим вопрос, когда собирать в сентябре 2021 года картофель. И прежде всего я хочу сразу же ответить на несколько вопросов, которые чаще всего звучат в ваших сообщениях, в соцсетях, а также на наших каналах. И эти вопросы касаются момента, когда все-таки уже копать картофель, какая должна быть температура. Ну, давайте я просто-напросто буквально пару строчек и ответ. И эти первые пару строчек, вот такое сообщение. Мне написали наши зрители, что в прошлом году, в 2020 году, выкопали картофель 2 сентября. И получилось, что он гнил, он портился, он плохо лежал. И попросили меня ответить, почему так произошло. Так вот, в 2020 году у нас время 2 сентября выпало на время как раз стихии воды. Это была луна в знаке рыбы. Но, естественно, рыбы для того, чтобы копать на хранение, собирать на хранение уже созревший урожай, не подходят. Собрали сегодня, выкопали пару килограмм, приготовили, вот это можно. А вот картофель на хранение должен быть обязательно собран в определенные благоприятные дни. Ну и сразу хочу еще несколько моментов, уже ответы просто на вопросы, как особенно новички спрашивают, как же все-таки определить день, когда нужно выбирать, кроме того, что это благоприятный день. Что должно в этот день происходить? А в этот день должна быть сухая солнечная погода. Даже если нету солнышка, должен быть сухой день. И лучше, конечно, не в тумане, когда утром туман, и сейчас резкий вот этот перепад. В сентябре особенно это уже будет ощущаться, сильные туманы ночью. Поэтому утром, когда уже просохнет все, тогда начинаем собирать урожай картофеля. Температура воздуха очень важна. Лучше всего, конечно, от 15 до 20 градусов. Конечно, в августе таких моментов у многих не было, но в сентябре уже это будет актуально. Температура воздуха в днем 15-20 градусов, но не ниже плюс 7. Плюс 7 это уже плохо для уборки картофеля. Так что подбирайте время, подбирайте день и смотрите, что нам предлагают синоптики на этот период. И еще. Да, сентябрь ожидается очень такой интересный, контрастный по погоде, по климату, может все быть. Но в любом случае, когда вы выкопали картофель, сразу же его собирайте и уносите с грядки. Не оставляйте на солнышке. Вам кажется, что пусть он бочками прогреется. А вот это солнышко сейчас совсем другое. Это не то солнце, которое было даже пару лет назад. Это уже другие энергии, и, естественно, они быстрее нашу продукцию портят. Поэтому не оставляйте, сразу собрали и заносите в сухие помещения на несколько дней. Или это должно быть где-то сверху закрыто что-то, чтобы дождь не попадал. Вот здесь в ящики засыпайте, не насыпайте сразу же этой кучей большой. Просто ящички, чтобы был доступ воздуха. И сразу же перебирайте. Перебирайте, и вот этот плохой картофель, отбирайте его, не складывайте вместе в ящики или же засыпаете где-то. Ни в коем случае плохой, его нужно сразу отбраковывать и в другое место его отправлять. И еще, перед тем, как вы уже будете заносить на хранение, многие мне пишут, что вот действительно выдерживают картофель, просматривают, потом уже перебирают и только заносят потом. А некоторые говорят, мы сразу выкопали и занесли, все нормально получается. Но это единицы, это если картофель здоровый, и если вы попали в благоприятный день,
то, конечно, все нормально будет. И если температуры не резкие, потому что следующий важный момент – это температура картофеля и температура хранилища. Она не должна быть резкой. Должна быть температура вот где-то от плюс 5 до плюс 10, вот такая разница. Потому что если резко горячий картофель занести в холодный, конденсат, и тоже начинаются необратимые процессы, которые приводят то ли к росту картофеля, то ли к размножению различных спорогрибковых заболеваний, так как вы заносите картофель вместе с почвой, с грунтом, который остается на клубнях. Ну, вот я вам объяснила и рассказала вот эти моменты, ответила на ваши вопросы по поводу уборки картофеля. Ну, это чаще, больше всего будет касаться средней зоны, а также северных регионов. Поэтому, ну, и юг может тоже, разные есть сорта. Если это поздний сорт, уже будет созревать к концу августа, тоже можно уже собирать будет в сентябре. Вот эти периоды, которые я вам сейчас покажу и расскажу более подробно о них. Сразу же хочу сказать, чтобы не планировали на первые числа сентября уборку картофеля, потому что снова выпадает как раз время стихии воды, это будет время луны в раке. Поэтому вот планируйте уже с 4 сентября, это лев, уже 4 сентября все 24 часа и 5 сентября тоже все 24 часа. Затем снова будет перерыв, и этот перерыв выпадает на плохой знак для того, чтобы собирать урожай и закладывать на хранение. И только уже 8 сентября в весах при растущей луне можно будет копать картофель с 8 часов утра и до конца суток. 9 сентября все 24 часа. Снова перерыв будет, связанный с неблагоприятными днями, и начинается вот благоприятный период в Стрельце, растущая луна. Казалось бы, сентябрь, и можно в знаке стихии огня собирать, как и во льве, кстати, можно собирать картофель. Но вот я все время предупреждаю по поводу Стрельца. Даже если прохладно уже, все равно в Стрельце сильные удары картофеля, где-то порезанный, поцарапанный, вот он портится в этот период. Поэтому старайтесь очень аккуратно собирать в Стрельце. И это у меня просьба и опыт наблюдения многих лет. Вот этот период можете пропустить, но его можно использовать, очень хорошо хранится картофель, если аккуратно его выбирать. 12 сентября начинается этот период с 12 часов до конца суток, 13 сентября все 24 часа и 14 сентября с 0 часов и только до 14 часов. Позже уже можно собирать картофель и даже лучше собирать картофель. Вот, потому что далее Луна перейдет из знака Стрелец в Козерог. Это уникальное время для того, чтобы собирать урожай картофеля. 14 сентября вот с 14 часов до конца суток можно копать картошечку. 15 сентября все 24 часа. 16 сентября также все 24 часа. Но, естественно, после Козерога всегда идут дни стихии воздуха. Поэтому, если не завершили эту работу 16-го, вы можете продолжить в Водолее при растущей луне 17 сентября все 24 часа, 18 сентября с 0 часов до 20 часов. Далее, смотрите, идет знак стихии влаги, воды, поэтому рыбы 23 переход, но заранее нужно, потому что уже энергии рыб ощущаются за 6 часов, поэтому световой день будет достаточно для того, чтобы копать и собирать картофель и заносить в хранилище. Или же на место, где будет вылеживаться, дозариваться и готовиться к хранению картофеля. Следующий момент очень хороший для уборки картофеля. Через несколько дней, когда вот у нас Водолей завершился, в Овне убывающая луна 22 сентября все 24 часа, 28 сентября все 24 часа. И прекрасный следующий период Телец, убывающая луна 24 сентября все 24 часа, 25 сентября также все 24 часа.
Ну и завершится практически месяц еще одним хорошим периодом. Конечно, завершится сам месяц в знаке Рак, но вот этот хороший период перед переходом Луны в знак стихии воды у нас в Близнецах, стихия воздуха, 26 сентября все 24 часа, 27 сентября все 24 часа и 28 сентября с 0 часов до 11 часов дня. Потому что следующий знак вот начинается в 16:35. Луна в этом знаке уже в полную силу будет трудиться. Естественно, будет очень много воды и продукция будет портиться. Вот такой сегодня очень важный у нас материал, информация важная. И мы ответили на все ваши вопросы. И, естественно, на вопрос, главный вопрос, когда же собирать в сентябре, копать картофель. Сентябрь 2021 года. Время, как всегда, московское. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили это видео для вас и желают вам хорошей погоды, удачного сбора урожая, хорошего урожая картофеля, здоровья вам крепкого, выдержки и терпения и благодатной погоды. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале.